Всем привет! Запись включила. Люди сейчас постепенно подтягиваются, и уже а, совсем скоро, секундочку, включу камеру. Вот, сейчас технические такие моменты настрою чуть-чуть. Только что была на утренней встрече у Виталия. Вот. И такой интересный диалог у нас там начался. Я думаю, мы его сегодня продолжим обязательно. Так, хорошо. Чуть-чуть людям микрофоны подключала. У меня так получается, что технически необходимо это вручную. Я пока не научилась, как это делать автоматически. Может быть, со временем. Подключаю нашу заднюю камеру, подключаю наш листочек бумаги. И точно так же сейчас интересную тему. Смотрите, у меня на сегодня много очень, на которые нужно ответить. Они возникли в течение этой недели. Вот я их все выписала, даже это еще не все. Хочу показать сообщения от людей. Вот, разные. Мы сегодня будем говорить на разные темы, потому что на этой неделе основной вопрос такой возник и по поводу e-currency, что же происходит, как быть. Мне вот один человек написал: я закупился e-currency, помогите, пожалуйста, что делать, как их теперь продавать, когда они упали. Вот. На что я, конечно же, сказала, что ни в коем случае currency продавать не нужно. Даже если они упали, тем более их продавать не нужно. Вот. И несколько человек у меня просят объяснить, что происходит, почему и currency падают, и как с этим быть, как с этим вообще дальше справляться. Вот, даже спрашивают, как справляться. Поэтому самая основная такая тема на сегодняшний день, номер один, это e-currency. Еще раз возвращаемся к e-currency. Может быть, кого-то в группе тоже это касается, и рассказывайте, может быть, это вам тоже кажется непонятным. Поделитесь, понятно ли вам это или нет, или тоже вызывает сомнения, тоже вызывает страхи. Как у вас, что у вас по поводу e-currency? Какие мысли по этому поводу? Добрый день всем. Если позволишь, Ань, добавлю. Привет, конечно, конечно. Андрей Власенко, лидер на европейской платформе, пригласитель Сергей Марчук, топ-лидер Марина Борщ. Круто, кайфую от того, что они по нижней цене, по той причине, что я их докупаю. Вот. А беру деньги из того, что приглашаю людей, люди открывают потоки, соответственно, мне каждый день капает начисление. И вот с этого даже беру. То есть это вот один из вариантов, где брать деньги тогда, если e-currency падают. И почему они падают, тоже понимаю. Супер. Почему? Ну, потому что нет спроса, люди их просто покупают и держат у себя, но не запускают их в потоки. Да, точно, 100%. Ну, то есть Благодарю. Ага. процесс этот постоянный, то есть мы постоянно поливаем дерево, и постоянно оно нам дает плоды. Если его не поливать, то оно засохнет. Так само и здесь. Если мы постоянно запускаем потоки, то постоянно e-currency в обороте, как и любые Класс. деньги. Спасибо. Да. Супер. Андрюша, слушай, скажи, пожалуйста, еще поделись информацией, как ты приглашаешь людей? Приглашаю людей, да. Моя первая линия растет от того, что мои соцсети постоянно развиваются. То есть я через соцмедиа, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok веду свою активную деятельность, рассказываю про свою жизнь. И вот сегодняшний пример не исключение. Я просто вышел утром погулять по лесу, и вчера просто кормил белочек орешками, а сегодня еще увидел, вот вчера знакомого увидел, он там мусор собирает, да, люди такие, недоброжелательные люди, да, они идут и выкидывают мусор. А я сегодня просто ТикТок записал, говорю, ребят, все начинается с вас. Берите с собой мусорный пакет, идете гуляете, возьми, выкинь тот мусор, положи его куда-то, да, вот, в мусорник. И вот таким образом даже рассказываю. А деньги, говорю, денег нам не хватает, я с потоков беру деньги. И вот даже таким образом люди
видят, что ты медийный, что ты живой человек, и, соответственно, подключаются. Плюс провожу встречи. Ну, я более сейчас стал активным участником, поэтому каждую субботу в Киеве проводится встреча для новичков и для новых участников, которые еще не умеют рассказывать. Я провожу презентации, поэтому у кого есть участники, там, скажем так, на правах рекламы, да, вот, я для нашего сообщества делаю вот такую глобальную миссию, свое окружение, Киев, делаю людей, которые уже с деньгами, да, это фонд Cashflow. Поэтому Отли- у кого нету желания, нету возможности, да, либо нету еще такой уверенности, как рассказывать про наше сообщество, вы можете приглашать людей на живые даже встречи. Мгм. Спасибо. В Киеве каждую субботу в разном месте или где-то в одном Э, определенном? Сейчас это метро Лебедская, это Голосеевский район. На метро Ага, Лебедской там Голосеевский есть у район. нас ресторанчик, да. Отлично. Метро Лебедская. Ага. Да. Мгм. Благодарю тебя, супер. Действительно, вот смотрите, очень коротко и обо всем сразу же нам рассказал сегодня Андрей. И что хочу показать про e-currency. Дело в том, что на трейдинг, действительно, трейдингу люди обучаются тоже годами, месяцами. И вот сейчас у нас с вами как раз и проходит эта основа трейдинга, считайте, что в кэшфлоу. И в трейдинге есть такая определенная возможность и способность, и необходимость выдерживать паузу, выдерживать состояние спокойствия. Мы сегодня как раз с Виталием разговаривали об этом состоянии спокойствия. Вот видите, что получается? Сейчас я вот смотрю график по e-currency, как он падает, падает, поднимается. Это все, вот этот график, это все делают люди, делаем мы. Мы делаем каким обычно образом? Обычно у обычного человека мышление работает таким образом. Раз, значит, e-currency поднимается, есть рост, если есть рост, вот, если растет, то у обычного человека возникает такая мысль: о, значит, это что-то такое очень ценное, значит, это нужно брать. И тогда, получается, человек обычного мышления, он на росте идет, покупает e-currency. И, например, покупает e-currency на росте, это, например, 20 евро за один e-currency. Вот. А потом, когда e-currency начинает падать, у обычного человека возникает такая мысль: о, кошмар, что-то такое теряет свою ценность. Теряет ценность. И человек в этом состоянии начинает продавать. Вот. Это обычного человека, среднестатистического мышления так работает. Это у нас так генетически заложено, у всех такой опыт был, и у меня точно такой же опыт был, и все через него проходят. И сейчас как раз в кэшфлоу мы этому обучаемся. Так вот, что здесь получается, что это неверная, нерабочая схема. Это как раз схема, на которую рассчитаны все мировые биржи, и биржи за счет этого, и трейдеры за счет этого хорошо зарабатывают, по сути, на обычных людях. И я обучалась, и, как вы уже знаете, много лет этому обучалась, именно трейдингу. Просто смотрела, как это, ну, разбиралась в этой информации, как работает развитие монеты, углублялась, смотрела там, что такое фьючерсы, все об этом говорят. Мне так было интересно. Если захотите, как бы я когда-то это более подробно объясню, но сейчас дело не в фьючерсах, а дело вот именно в этой монетке, в нашей e-currency. Значит, здесь нужно понять очень важную такую именно формулу для себя, записать ее обязательно на бумаге и ею следовать, что на поднятии, именно на поднятии монеты нет необходимости бежать срочно на все деньги ее покупать. На поднятии, я считаю, нужно открывать потоки. На поднятии всем нам это очень крутая схема, и сейчас рекомендация, прямо вот считайте, что от трейдера. На поднятии нужно держать полное спокойствие и
только лишь открывать потоки. Все, вот здесь открытие потоков. Все, потоки. А на падении, как раз, сейчас, на падении, возьму другую ручку, вот, на падении. Как раз вот сейчас самое то время скупать e-currency. Пусть даже ты сегодня купишь один e-currency, пусть. Неважно, я говорила, можно в день по одному e-currency покупать. Но представьте, я здесь нахожусь 6 лет, и у вас вот будущее, это может быть 10 лет, 20 лет, а может быть 30 лет здесь. И если умножить на секундочку 10 лет, например, умножить на 365 дней и умножить на один e-currency, можете себе представить, какая это сумма будет? Понимаете? И в криптомонетах, ну, в трейдинге, есть тоже вот такие правила очень важные, которым нужно следовать. То есть в криптомонете, в криптомире нет такого понятия «опоздал». Вообще нет, отсутствует, его нет. Поэтому люди новенькие, которые сюда приходят, они говорят: ага, вы уже себе купили там 1000 e-currency, у вас есть, вы уже успели, вы уже богатые, а я все опоздал. Я все пропустил, не купил, и вообще теперь мне здесь нет смысла находиться. Так вот этому человеку, который так думает, ему прежде всего нужно поработать с головой. Ему прежде всего нужно поменять свое обязательно мышление. Обязательно. Мышление. Обязательно его поменять, потому что с таким мышлением он никогда не перейдет на уровень богатства. Это невозможно. Он будет опаздывать, даже если у него будет 1000 e-currency. Будет опаздывать, даже если 10 тысяч e-currency. Он все равно будет смотреть на кого-то другого, кто еще имеет больше. Это неправильная привычка. Эта привычка, она направляет свое внимание от человека вовне, ну, во внешнее, на другого человека, от самого себя на другого. А человеку нужно смотреть только лишь на самого себя и в самом себе замечать такие позитивные моменты и говорить: вау, я уже сегодня такой молодец, я уже один e-currency сегодня купил. Вау! И когда мы покупаем вот этот один e-currency, мы смотрим свое будущее, и мы складываем вот эту вот схему. 10 лет, 365 дней умноженное на 1 равно. Можем чисто так принципиально посчитать, чтобы знать, и сколько тогда у этого человека будет именно монет. Вот сейчас так и сделаю. Вот смотрите, 10 лет умножаю на 365 дней и умножаю на 1. Вот что получаю. 3650 e-currency. И представьте, за эти десятилетия 3650 e-currency. А теперь представляем, что за 10 лет стоимость одного e-currency может быть 1000, а может быть и больше, 1000 евро. И если умножить на 3650 e-currency, умножить на 1000, а может быть и больше, может и 10 тысяч, то это уже 3 миллиона 650 тысяч евро. Вот скажите, пожалуйста, куда спешить, если это все равно в течение 10 лет происходит? Я здесь нахожусь вот 7 лет. У меня в течение 7 лет много чего здесь происходило. И я нахожусь на определенном пути. У меня был сначала отрезок один. Я сначала пыталась это все как-то понять. Потом принять второй отрезок пути. Потом наконец-то осознать. Потом вот наступил момент, где-то 3 года назад, все, супер, до меня дошло, как это работает. Дошло, вот я поняла. И потом наступил отрезок еще, вот посмотрите, это 1-й год, 2-й год, 3-й год, 4-й год. Это 5-й год, наступил отрезок, когда после того, как до меня дошло, я уже начала следовать вот этой схеме. Вот, у меня отсчет получается вот отсюда, моего десятилетия, 10 лет, а может быть и 20 лет и так далее. Вот, так вот я вот здесь уже, вот здесь я все время спешила и говорила: боже, я опоздала. У них у всех уже миллионы, а я здесь или тысячи, или десятки и currency, а я все опоздала. Вот здесь я уже поняла, что, господи,
Я все делаю всегда вовремя. Я вовремя пришла, я вовремя здесь нахожусь. Я все вовремя делаю. И у каждого свой темп, свой ритм. И каждый этот путь пройдет. Каждый здесь в этой группе находящийся, это будет проходить однозначно. Все в кэшло находящиеся будут такие пути трансформационные проходить. Но единственное, что у вас вот здесь, это может быть и 3 месяца на самом деле. Это зависит от вашего осознания, от того, насколько быстро вы сейчас сможете прийти вот к этой точке вау, осознания. И я, конечно, видео для этого записываю. Конечно, вот сегодня вот утром мы с Виталием в группе и с Оксаночкой Шаповал находились. Приглашаем всех на поболтушки такие утренние туда, в этот чат. И, конечно же, для этого созданы специальные эфиры, группы, вот для того, чтобы момент осознания произошел как можно быстрее у всех, кто сейчас зашли. И у вас не так, как у меня это 3 года может быть, а это действительно может быть 3 месяца. И все, что топ-лидеры говорят, они говорят, чтобы каждый человек сюда пришедший пришел вот к этой точке. А про осознание я тоже сейчас немножко захвачу эту тему и расскажу. Так вот получается вот здесь, когда 5-й год, и вот здесь мой 6-й год, то вот здесь я вот только начала следовать именно стратегиям своего развития, создаю вот эту схему, что все, я богата, у меня есть это состояние, я спокойна. И currency поднялся, господи, отлично, открываю потоки. И currency упал, да вообще превосходно, беру и покупаю. Все так же по своей схеме покупаю. А если currency упал, то у меня получается, я покупаю не один currency в день, а я могу, может быть, 1,5 currency в день взять. Так это же прекрасно. Сегодняшний день еще плюс 0,5. Кто-то там у нас микрофончик включил. Хотите что-то сказать? Давайте. Очень рада буду послушать. Так, у нас даже кто-то руку тянет, но я здесь сейчас разберусь. Секундочку. Марина, у вас включен микрофон, а я думала, вы хотите что-то сказать. Ой, добрый день, я прошу прощения. Ничего страшного. Очень интересно, спасибо, Анна. Так, если хотите поговорить, давайте на эту тему, подхватите диалог, можем обсудить это. Я просто пытаюсь дать сейчас понимание того, что e-currency поднялся, и нет необходимости вообще по этому поводу беспокоиться. А наоборот, нужно попасть в верное состояние. По сути, мы сейчас обучаемся с вами трейдингу, но сами даже не замечаем, как это происходит очень экологично с помощью кэшфло. И мы такой опыт шикарный получаем. Вот. Еще такой момент, хотела очень важный момент такой объяснить сейчас. Думаю, говорите, нет? Мнение. Давайте. Ну, понимаете, Анна, это все приходит со временем. Когда новый человек приходит, у него еще нету такого понимания, осознания, а если еще у него и нету нормальных, хороших лидеров, нету нормального, хорошего общения, вот как в чате у Виталика мы можем собраться, обговорить любую тему на любое, ну, любую, и что-то посоветовать, что это, конечно, ну, человек будет переживать. Я тоже вот, когда пришла, 2 февраля у меня был год, и я тоже думала, я опоздала, но я и до сих пор сейчас так вот все равно думаю, вот было бы у меня какое-то понимание тогда, я бы, конечно, в то время купила бы больше каренцев, потому что за меньшую сумму могла бы купить больше каренцев, но все равно в любом случае каренц будет расти, и вот вы правильно говорите, что надо стараться покупать по возможности, и все равно он будет стоить намного дороже. В любом случае заработаем, а потоки открывать надо однозначно, когда... спасибо, вот я первый раз услыхала вот это от Виталия, что когда экаренс растет, то не нужно спешить его покупать. А когда падает, тогда надо покупать. Хотя я все равно ошибалась. Я ж не знала, когда он остановится расти. Думаю, а может будет еще дороже. И все равно покупала. Ну, немного, но сколько получалось. Поэтому просто не надо спешить, не надо пороть горячку, как говорится. Ну, а надо прислушиваться уже к людям, у которых больший опыт. Вот как у Виталия, у вас, у остальных. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Да, супер. Действительно, понимаете, когда currency растет, мы не знаем, насколько высоко он растет, но это не важно, знаем ли мы это или нет. Нам важно понимать, что мы в любом случае вот в этот момент роста, мы же каждый день вообще покупаем e-currency. И вот именно в этот момент роста мы открываем потоки. И просто о чем мы говорим? Вот, например, вот у человека есть определенное количество денег. Вот, например, там 1000, например, или 100 евро, например, есть. И когда растет e-currency, то человек не идет открывать в потоке, а он бежит покупать на всю сумму e-currency. И получается, человек немножко из страха действует, что ой, а вдруг же эти e-currency так поднимутся, а я же не успею, или вдруг я так больше заработаю, а вдруг. У него очень много по этому мысли, он, получается, выбивается из своей стратегии. А по стратегии, если идти спокойно в своем ритме и по плану, он должен был открыть потоки. И он, получается, потоки не открыл, а побежал вот сюда покупать e-currency. И теперь он получает новый опыт, человек. Почему? Потому что сейчас e-currency немножко просел. Это время, это нормально. А человека вот здесь возникает на просадке, вот здесь возникает большая паника. И он такой, а вдруг он больше не поднимется? И тогда вот человек, когда продает вот здесь e-currency, то для него опять же опыт. Это вот эти опыт потери для человека. Это опыт говорит о чем? О том, что человеку, первое, не нужно торопиться, а во-вторых, второе, ему нужно поменять свой образ мышления. То есть человек, который вот такой схемой действует, он, получается, боится, конечно, что он где-то не заработает, что он где-то что-то не получит, что он где-то, как знаете, такое, нужно урвать этот кусочек, нужно как можно быстрее эти проценты получить. Вот, человек вот здесь очень сильно боится, и он хочет именно заработать, и хочет заработать быстро. Но этот процесс, он не должен быть быстрый, потому что если мы будем торопиться, если мы будем на этой волне быстро, то мы всю жизнь будем что-то упускать. Вот я сейчас по этому поводу, кстати, раз есть уж такой момент, кое-что покажу, чтобы вообще совсем было понятно. Как я уже всегда говорю, крайнее время, всем об этом говорю, я уже об этом говорю 10 лет, что у нас сейчас физический мир, в котором мы живем, он кажется нам, что он такой же, как и был раньше, но он очень сильно изменился, он точно не такой, как раньше. И физический мир сейчас очень сильно связан с внутренними колебаниями, которые находятся в атомах. И вот представьте, что вот здесь есть нижний слой, и этот нижний слой я его называю всегда низких частот, я пишу низкие, а вот здесь, например, это, например, средние, а вот здесь, например, высокие. Сейчас кое-что покажу интересное очень. Вот, и вот смотрите, человек, который находится на низких частотах, вот здесь, что получается? Он очень спешит, он спешит заработать, он спешит много всего сделать. Почему он спешит? Потому что колебания на низких частотах, они, считайте, что, я так называю их немножко дырявые, они нечастые. Колебания именно в атомах, то есть считайте, что есть такое пространственные дыры такие, которые вот здесь человек спешит, боится, у него очень много страхов, у него низкие частоты, он на спешке думает, что ему нужно больше процентов, ему все время чего-то нужно больше, где-то опоздал, что-то не так. Вот здесь на высоких частотах колебания атомов очень частые, и посчитайте, что вот это все заполняет Вселенная. Вот она здесь дает очень часто и очень много и всего. Вот здесь она дает иногда, потому что она здесь, Вселенная здесь именно
человек как бы не принимает от Вселенной, не верит, не знает, нехватка информации, он не понимает, как она работает, он не доверяет ни себе, ни Вселенной, он и людям здесь не доверяет, потому что у него вот эти дыры, это отсутствие информации. Вот у него появилась информация, он уже вот так прописал, уже частотность изменилась, и у него уже меньше дыры. То есть средняя, например, частотность вот так работает. Здесь человек уже, например, может не работать. Здесь человек уже более спокойный. А на высоких частотах это полностью кэшфлоу. Кэшфлоу работает вот полностью по принципу высоких частот. Человек, который уже переосознал все, пересобрал и пришел в кэшфлоу, он понимает, что спешить никуда не надо, все будет вовремя. Так вот, отсюда человек, когда переходит вот в это состояние, он может это сделать за счет как раз инструмента, которым мы пользуемся все, за счет инструмента кэшфлоу. И у него происходит на пути очень много переосознаний, на пути к высоким частотам очень много переосознаний. Да, он здесь, может быть, что-то потерял и очень испугался. И он говорит, я боюсь людей, потому что они обманывают, и я, опять же, не доверяю им, и я могу из-за них что-то потерять. А потом мы ему даем какое-то знание и говорим, смотри, мы здесь не нуждаемся в твоих деньгах, здесь мы сами себе бухгалтеры, и если ты потерял, то значит просто недостаточно хороший был бухгалтер. Обучись бухгалтерскому мастерству у нас в кэшфлоу, и приходи, занимайся сам своей бухгалтерией. Он получил информацию, он поверил, он понял. Раз, он перешел вот на этот уровень средних частот, уже у него информации больше. Он такой, отлично, так я тогда сам бухгалтер, сам себе все выучу. А вот тут мы еще ему даем информацию о том, что смотри, весь мир все для тебя, и Вселенная вся для тебя, и можно стать богатым и свободным человеком. За счет чего? За счет того, что ты убираешь спешку. Никуда не нужно бежать, а нужно наоборот успокоиться и идти в поэтапных своих действиях, свою стратегию, свой план, который ты рассчитал на 10 лет, на 20 лет вперед. Все это поддерживать, не сдаваться, идти в одном и том же направлении идти. Он такой понял, хоп, и он перешел сюда. Здесь вот наши топы находятся. Топ-лидеры находятся вот в этих частотах, они в понимании. Когда человек сюда переходит, он такой, вау, так я увидел. Оказывается, здесь много процентов можно зарабатывать. Он вот здесь говорит, тю, так это что такое? 10% в месяц, боже, мне так мало. Мне этого не хватает, я лучше пойду в другое место. Он приходит в другое место, вот это, например, кэшфлоу, а он такой, нет, пойду еще в какое-то другое место. И он, как наступает момент, ему тут тоже становится мало, и он, получается, не добивается своего, хоть тут, например, на 2% больше, например, он так видит, ему так это видится вот здесь. И он опять в другое место, и он в другое место, и в другое место, и в другое место, и он по поверхности ходит, не получает, не проходит трансформации и не переходит вот сюда, а остается только вот здесь, и все время только перехожу. Вот сейчас прямо серьезный такой случай у меня произошедший в команде. Я говорю девочке, говорю, тебе не надо сейчас бежать и переходить вот сюда. Нет в этом необходимости, потому что ты не в правильном состоянии своего мышления. Она на меня злится, она говорит, я все поняла, как кэшфлоу работает, только 10% дает. А я ей говорю, если ты думаешь, что ты получаешь здесь 10%, то ты вообще не знаешь, как это работает, потому что ты можешь получать 110%, 510%. Здесь же речь идет не про проценты. Меняется мышление, и ты приходишь к своему любому желанию, какое ты тут реализовываешь. Например, человек мечтает там получить 1 миллион там киргизских сом или какой-то там валюты. Мечтает, и он все вот бежит, пойду там попробую, пойду там. Он, получается, проскальзывает, нигде не остается и со своими страхами не работает. Страхи не заполняются знаниями. Мы находимся в кэшфлоу, и мы в кэшфлоу всем говорим, смотрите, друзья, здесь классный вот этот супер переход происходит. Работай со своими страхами. Тебе страшно, иди в группу, вон, к Виталию, иди к топ-лидеру, к Ярославу, к Вере, к Ире, слушай эту информацию. Если у тебя эта информация вызывает сопротивление, работай над собой, работай над этим сопротивлением, потому что если уже много тысяч человек тебе говорят, что здесь
вот здесь, на этом высоком уровне, срабатывает сразу все. Увеличение процентов, понимание, как это работает, открывание новых потоков, рост и currency, все это не беспокоит. И все равно здесь наступает момент богатства, значит, мы уже этот этап прошли, либо на пути находимся. Тебе просто нужно доверять больше людям, научиться этому, смотреть на эти схемы, повторять и идти. Вот, наконец-то я это высказала свое мнение. Может быть, у вас тоже по этому поводу есть свое. Мы, кстати, сегодня утром на встрече с Виталием это как раз обсуждали. Да, Виталий, ты здесь? Может быть, он не здесь. Но сегодня очень интересно это все проходили, обсуждали. И действительно так и есть, что сейчас настал тот момент, когда мы с вами вот во время этого перехода мы получаем очень много новых навыков. И очень важный навык – коммуникация с людьми. Я вот столкнулась с такой ситуацией, когда молодые люди, которые приходят в проект, они говорят: ой, ну нет, мы не будем никому об этом рассказывать, это как-то непонятно, потому что вот это новое современное поколение, они в основном все интроверты, они такие внутренние, они молчаливые, они такие на своей волне, сидящие внутри, они очень туго входят в коммуникацию. Но каждый сейчас человек на этой планете, он обязан войти в свою коммуникацию на своем уровне. Каждый. Это будет касаться каждого, это будет касаться всех. Потому что без людей мы никак, без доверия людям мы тоже никак. И поэтому вот Оксаночка Шаповал сегодня спрашивала, Аня говорит: а как ты называешь наше кэшфлоу? Ты говоришь слово проект, потому что у многих слово проект вызывает какое-то сопротивление. Кстати, когда-то у Веры тоже на эфире или у Иры Левченко точно такой же вопрос, помню, задавали. Я в основном говорю инструмент. Потому что я считаю, что кэшфлоу – это супер инвестиционный инструмент, притом тот, который меняет мышление. Это еще плюс психотерапевтический инструмент. Это психотерапия, потому что когда мы находимся в кэшфлоу, вот сейчас, например, упали e-currency, мне страшно, что мне делать? И я вдруг начинаю работать со своим страхом. Все, это психотерапия. Только когда мы проработали свой страх поменяли на знания, пришли достаточные такие знания, которые убрали этот страх, когда они пришли, эти знания. И когда вы смотрите и думаете: странно, чего я этого боялся? Вот, потому что знания настолько заполнили, улеглись настолько у нас, что страх ушел. Это правильное состояние. Вот здесь сработала психотерапия. Вот. И потом наступает такой момент: так все классно, тогда беру, открываю потоки. Вот, потоки. Мне уже не страшно, мне уже все понятно. Вот здесь сработал инструмент именно инвестиционный. И как моя мама говорит, она тоже такой жизненный опыт получила. У нее тоже лет там, наверное, где-то 30 назад были какие-то потери, перепады. И она говорит элементарно, просто говорит: я тогда не знала достаточно о бухгалтерии, не было информации. Говорит, я не изучила бухгалтерию, и поэтому у меня был в этом провал. А пожалуйста, вам, все в кэшфлоу. А в кэшфлоу ты сам себе этот бухгалтер. Все, как говорит Оксаночка Шаповал, ты сам себе банкир. Все, смотрите, ты сам себе банкир, притом не замечая этого, ты этому учишься, раз. Потом, ты сам себе трейдер, не замечая этого, ты этому обучаешься, два. Ты сам себе финансист, экономист, инвестор. Смотрите, мы сами, не замечая этого, этому всему, это очень большое количество пунктов, это все проходим, этому всему здесь обучаемся, заполняем это все. Это все знания, знания, знания. И тогда что происходит? Как только мы эти знания достаточно получаем, мы переходим на тот финансовый уровень, именно выше,
чем мы сейчас есть. Мы, например, стартовали с этого финансового уровня, у нас здесь, например, 100 евро было, мы получили еще чуть-чуть знаний, вдруг начали подтягиваться люди, во внешней среде начали какие-то обстоятельства происходить, раз мы подтянулись на высший уровень. А потом смотрим, мы уже тут себе в бухгалтерии разбираемся, уже смотрим, дисциплину немножко себе подобрали, создали, начали понимать топ-лидеров, хоп-хоп-хоп, и раз, и уже у нас 10 тысяч и так далее. И вот этот вот этап перехода, я уже тоже сегодня об этом говорила, что он у каждого будет происходить. Не сдаваться никому. Никому не сдаваться. Он у всех будет происходить. Неважно, в каком году вы зашли. 1900 там, или 2000 каком-то, или 2020 каком-то. Понимаете? Неважно. И неважно, сколько стоит e-currency. Вот этот этап перехода у каждого будет происходить. И вот это заполнение знаниями у каждого будет происходить. Поэтому вот, чтобы не терять время, просто рекомендация. Время. Время на данный момент – это наша самая главная, ценная, самая инвестиция. Вот. Иногда человек ко мне приходит и говорит, у меня больше нет денег, чем 100 евро добавить. Как же я приду к результату, который там у Веры Хаптинец или еще у кого-то? Как я приду? Это невозможно прийти. Конечно, возможно. Вкладывайте знания плюс время. Вот, и у вас постепенно будет результат. Работаете вот здесь с людьми. Каждый должен работать с людьми на своем уровне, потому что мы с вами как такие маячки. Вот, мы включили маячок, вот, и сообщаем. Вот здесь есть общество свободных людей. Вот здесь есть инструмент, который создает именно ваши вот это вот финансовый рост, ваше вот финансовое вот это развитие меняет мышление, потому что если человек взял сегодня, например, находится в кэшфло, а потом завтра передумал, куда-то сбежал, он свое мышление не поменял, мышление осталось на том же уровне. А если мышление на том же уровне, денег все так же чуть-чуть, мало. Как только он прожил и остался здесь, и никуда не сбежал, прожил все свои страхи, трансформировал их и понял, что здесь можно точно так же развиваться, точно так же разбогатеть и точно так же стать еще на уровень выше, то получается, он добавил себе денег, потому что он прожил это все. И таким образом рост и развитие происходит здесь в кэшфлоу. Это возможно. И с людьми работать нужно. Это тоже для очень многих людей очень такой непростой этап. А как же я начну? Но как сегодня Виталий мне вот утром сказал, что каждый работает по своей схеме. Каждый работает по-своему. Кто-то в ТикТок зашел, кто-то вообще знакомится с людьми в магазине, беседует, кто-то с родственниками до сих пор там пытается, вот, ну, как знаете, руку набивает, как боксеры говорят, учится, в общем, с родственниками разговаривать, объяснять и так далее. То есть коммуникация с людьми – это номер один. Это очень важный критерий на сегодняшний день для всего человечества. Кто-то в Ютубе, кто-то в Инстаграме, кто-то просто на улице, на остановке даже, вот как Андрей сегодня рассказал, где там он познакомился. Вот. Поэтому, друзья, все прекрасно. Продолжаем. Может быть, у кого-то есть какие-то сейчас вопросы? Я сейчас уже пойду по технической теме. Философия на сегодня у нас, наверное, хватит. Но если кто-то что-то хочет добавить, добавляйте. И я сейчас... что там? Рассказывайте. Анечка. Да, Верочка, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, ходят слухи, что на Украине будут вводиться за перевод с карты на карту, будет вводиться налог. Там 5%, 5% еще там на войну. И если человек переводит с карты на карту, он должен будет оплачивать эти налоги. Вопрос следующего порядка. Если мы будем заводить деньги на money storage, то мы же будем заводить деньги на чью-то карту.
Значит, этот человек тоже будет платить налог. Может быть, сейчас ты как бы этого не знаешь, но неплохо бы эту информацию узнать. Это один момент. Другой момент. При выводе страсти мы же будем выводить на свою карту. Это что же, наверное, будет как-то облагаться налогом? Мгм. И вопрос следующий. Опять же ходят слухи, что MasterCard и Visa будут устранены. Мгм. И Да, тогда сейчас я вроде бы слышала. Евросоюз должен будет ввести свои карты. Ну, Есть такая информация? смотрите, Спасибо. то, что я предлагаю. Смотрите, Дмитрий Васадин, топ-лидер, обязательно об этом позаботятся. Они знают это тоже раньше всех даже. Я думаю, что нам нужно немножко спокойнее тоже к этому относиться. Ну, значит, что-то будет, трансформация будет какая-то происходить в Евросоюзе. Вот сейчас что у нас происходит? Трасти, Трасти кошелек. Трасти отключили USDT. Да, у нас сейчас нет USDT на Трасте. Плюс у нас на Трасте те, кто европейцы, у европейцев нет возможности работать с USDT на Трасте кошельке. Плюс у нас в USDC на Трасте кошельке у европейцев нет даже... Анечка, А? все уже есть. Все есть, все работает. Это только полдня не работало, потому что у них технические работы шли. Вот ERC-20 включили уже? Да, все уже Ну вот, работает, уже вечером боже, работало. все, прекрасно. Значит, USDC работает, просто убрали USDT. Видите, если даже что-то где-то как-то там не будет работать, то наступит момент именно такой, что мы что-то придумаем и однозначно будем находить варианты выхода. Но, Верочка, я об этом думала вчера. И я думала, вот что же мне такое сказать, например, я знала, что будет такой вопрос, потому что очень много сейчас мне пишут в личку, именно такие вопросы тоже задают. Я вот что подумала. Ну вот смотрите, у нас даже когда вот Света сейчас вышла на связь, когда она меня набрала и говорит: боже, Аня, что делать, USDC же, не можем завести деньги. Я говорю: ну, Свет, давай выйдем на биржу. Значит, можно выйти на биржу, и на бирже всегда есть P2P. Всегда есть P2P. Поэтому вдруг что, вот, у нас с вами, видите, всегда какие-то находятся варианты решения. Даже если сейчас введут 5% этот налог, либо больший налог, ну, наступит, наверное, такое время, я думаю, когда люди будут через P2P действительно обмениваться и деньгами, может быть, это и наличный процесс, может быть, какой-то еще вид карт будет дополнительный, безналичный. Я думаю, Верочка, варианты будут находиться. Мы, по крайней мере, точно все будем их искать. Вот. И в будущем однозначно у нас такое будет комьюнити, когда у нас внутри нашего комьюнити будет и товарообмен происходить, и финансовый обмен происходить. Представьте, настолько большое будет сообщество и комьюнити, что нам этого всего будет достаточно. Но мы сейчас идем на пути к этому. Можно добавлю, Ань? Конечно. Да, смотрите, я вот от вас только что услышал, да, насчет того, что там вводиться будет налог, там 5% на карты. Ну, пускай вводят, мы найдем новое решение. При этом всем можно спокойно физические обменники, можно через криптоматы. То есть вообще вариантов очень много, и это говорит про то, что, знаете, вот мне только что пришло осознание, что это трансформация, то есть это вселенная, да, в разрезе там правительства нас заставляет обучаться чему-то новому. И это такой вот крутой вариант, когда, если вы хотите легко и свободно, да, то вы можете в комфорте. А когда люди не готовы, то их просто-напросто заставят
таким образом научиться чему-то новому, потому что по факту будут возможности, где это будет решено. При этом всем видел сегодня видео очень классное. Криптотрейдер, который напрямую с матами, со всеми эмоциями рассказывал про наше законодательство с налогообложением. Он говорит, ребята, говорит, я на биткоине заработал миллионы. Я пришел в налоговую, мне они не то, что не сказали, как оплатить налоги, они, говорят, даже не дали рекомендаций, как оплатить. Поэтому это все не только на словах, чтобы людей, вот, которые неосознанные, либо которые боятся всего, вогнать в панику, чтобы они боялись и вот чтобы они как-то шевелились. А мы в нашем сообществе, мы постепенно развиваемся. Поэтому это все будет действительно легко, просто и всегда найдутся решения. Спасибо. Боже, благодарю тебя. Это супер инсайт, супер информация. Вот опять же, возвращаюсь к психотерапии. Простите, что так, но это моя профессиональная тема. И действительно, только что Андрей затронул, сказал, Вселенная. Вот смотрите, Верочка, смотрите, вы мне сказали, что а вдруг, например, что-то произойдет, и как же мы дальше справимся? Если мы с вами все время будем думать, а вдруг, и мы действительно воспринимаем сейчас государство как что-то, что на нас нападает, как есть люди, которые нам что-то запрещают, как будто есть люди, которые не дают нам возможность быть богатыми, то мы попадаем вот на этот уровень низких частот. Мы здесь, потому что здесь есть сейчас страх, именно что на нас кто-то нападет или что-то сделает плохое. Смотрите, это страх. Вот смотрите, вот этот переход, чтобы совершить человеку из низких частот в высокие, человек их может совершить не за счет того, что вот на голову прямо упали с неба деньги, и все, я расслабился, перестал бояться, и теперь я могу не бояться, и теперь я буду думать хорошо обо всех. Нет, так не происходит. Происходит именно то, что сейчас Андрей сказал. Если мы будем находиться в страхе и ожидать плохое, плохое в какой-то момент будет происходить. Если мы сейчас себе скажем, возьмем себя, успокоим себе, скажем, слушай, Дмитрий Васадин что-то придумает, слушай, здесь много тысяч человек, которые будут искать варианты выхода, расслабься. Мы, по сути, сейчас себе добавим этих знаний, мы себя сейчас успокоим. Мы найдем как будто бы вариант решения вот здесь, на этом уровне. И мы таким образом перейдем вот сюда, на более высокий уровень. И тогда этого не будет происходить в нашей реальности. И тогда вдруг появляется в государстве человек, который говорит, о боже, люди, все переходите в крипто. Весь мир перешел, и вы переходите. Все, живем счастливо все в крипто. И мы здесь еще добавляем знаний, что а я такая вот сейчас молодец, что я уже в кэшфлоу умею и на биржу выходить, и пользоваться, и я уже знаю криптомир, для меня это вообще, я как рыба в воде теперь, и мы и перешли на вот этот уровень. И вот с каждым этим уровнем, чтобы вы понимали, вот здесь денег вот столько, вот здесь денег вот столько, например, а вот здесь денег уже вот столько, вот. И вот здесь уровень – это спокойствие. Вы думаете, человек богатый, который сидит там на яхте или ходит на выставке, он почему это делает? Потому что у него есть спокойствие, но у него есть еще плюс вера. У него есть огромная вера. Он верит, что его государство любит, он верит, что его люди любят, он верит, что его сообщество любит, поддерживает. Здесь очень много веры. Вот здесь нет ее, здесь нет. Здесь недоверие. И вот кэшфлоу постепенно в нас это воспитывает. Поэтому вот действительно будет ситуация, будем смотреть. Сейчас, если так можно сказать, успокаиваем всех, убираем тревожность, потому что только за счет того, что вот здесь много тревожности, убираем ее любыми способами. Почему я хожу в зал спортивный, почему мы спортом занимаемся, почему мы встречаемся очень много со всеми, говорим, почему мы меняем форму питания, почему мы меняем распорядок дня, почему мы там, например, смотрим часто свои кабинеты и успокаиваемся, что все нормально, дыши. Потому что мы таким образом работаем со своей тревожностью и постепенно переходим на вот эти более высокие уровни. Что деньги есть, дыши, спи спокойно, все.
Да, это огромнейшая работа над собой. Это самого себя иногда успокоить и поговорить с самим собой. Да, это так и происходит. Боже, Андрей, благодарю тебя. Супер. Ты не знаешь, как я тебя благодарю. Тут у меня такая трансформация сейчас происходит. Я прям в шоке вот от твоих слов, как оно все ложится. Именно действительно, знаете, психотерапевтический какой-то сеанс. Ну, Ну, и он такой рабочий, вообще круто. супер, благодарю. Вы же знаете, у меня же 25 тысяч сессий у меня до этого было. Поэтому я, пожалуйста, сейчас стоимость моей сессии 250 евро была. Сейчас это все вам бонус. Это как, знаете, это как человек приходит и говорит, вот, а что мне дадут эти встречи? Они даже себе представить не могут, что такое получить информацию от Веры Хоптинец. Ну где вы, например, повстречаетесь с таким количеством богатых людей, которые делятся с вами инструментами, как разбогатеть? Вот этот кладезь, вот этот джекпот, как говорит Виталий. Да, и благодарю тебя, что ты это тоже осознаешь. И благодарю вообще вдвойне, благодарю, что вы на встрече, что вы это понимаете, и что это сейчас урок психотерапии, который действительно проходит, и который сейчас для многих, ну, это может быть тоже для многих трансформация, открытие, новые инсайты. Это тоже джекпот, это тоже как ваш вклад. Вы сейчас вложили 2 часа времени в работу над собой. Вот. И каждый топ-лидер, каждый человек, который ведет эфиры, он каждый нам нужен, но это будет разное время, разный этап. Вы когда-то попали ко мне, все, значит, вам сейчас это нужно. Потом когда-то вы ушли, например, пошли к другому, попали к другому, значит, вам сейчас на данный момент именно нужно то, что вы слушаете у другого, понимаете? Вот. И поэтому так и происходит процесс вот этот заполнения себя информацией. Вот. Я вам показала схему, как это происходит, это так и есть. Вот. Я этому обучалась 20-летия, понимаете, всю свою жизнь, можно сказать. И я сейчас вам коротко дала схему. А дальше вы уже сами заполняетесь вот здесь знаниями на этом уровне, чтобы постепенно переходить на средние частоты, на высокие. На высоких частотах вот здесь мы на Мальдивах все. И все пьем коктейли. Все. И все катаемся на яхтах. Вот. Это потому что здесь именно такие состояния частотные. Да, у кого-то там включился микрофончик. Вы что-то хотели сказать? Говорите. Или это случайно? Анечка, поблагодарить. Огромнейшее спасибо за ваше, за то, что вы делитесь с нами, за огромный ваш труд и за то, что каждый человек, кто захочет, увидит, услышит и действительно попадет на вот эти вот высшие частоты благодаря таким замечательным людям, как вы. Спасибо огромное. Боже, благодарю вас. Хочу сказать, что благодарю вас, потому что благодаря тому, что вы все есть, мы тоже все есть. Такая взаимосвязь. Поэтому очень вас благодарю, что вы все есть. И мы все с вами здесь находящиеся в кэшфлоу однозначно совершаем этот очень быстрый экологичный переход на вот эти высокие уровни. И вот здесь на этом высоком уровне здесь совершенно другое мышление. Здесь нет торгового мышления. Здесь нет финансового, именно торгового мышления. Вот здесь человек совершенно по-другому мыслит. Он здесь работает больше с людьми. Но это так, это очень тоже, ну, для этого, может быть, отдельно надо эфир провести, и, может быть, и видео по этому поводу запишу, потому что здесь так кажется, что человек находится среди народа, а на самом деле ничего он здесь и не находится, он всего боится, и он как в капсуле. А вот здесь человек как раз, он не боится ничего, и он и есть вообще весь этот народ, он и есть в соединении. Вот. И здесь, получается, человек ищет, как ему как можно быстрее заработать хоть что-то, хоть какой-то процентик. Он говорит, я положил 100, а получил 110, мне мало. А вот здесь человек так вообще никогда не говорит. Он говорит, я положил 100, и я знаю, что в будущем это в любом случае прибыль и работает. Все. Он здесь не ищет, он здесь не смотрит. Это совершенно разный уровень знаний и совершенно другой уровень именно финансового мышления. Вот. Так, а теперь, знаете, вернемся к нашим техническим вопросам. Их очень много.
Что там еще? Говорите. Анна, а можно вопросик вот как раз по поводу мышления, да, у меня тут назрел такой. Вот, Да. ну, вот есть у меня проблема и там у моих знакомых. Многие люди, как вы говорите, да, вкладывают деньги и говорят, ну, там, допустим, $100 вложили и говорят, там, почему я там заработал всего лишь 10%. А вот в моей жизни сейчас я сталкиваюсь с тем, что фокус смещен не настолько, сколько человек заработает, а человек больше сфокусирован на цифрах в кабинете. И очень многие люди, которых я знаю, допустим, в фонде, да, они деньги, допустим, с фонда не забирают, а наоборот растят там. И у многих людей вот есть психологические какие-то чуть-чуть проблемы с выводом денег. То есть люди не выводят деньги, а наоборот там растят. И хотелось бы вот услышать вашу точку зрения по поводу этого всего. Это же как бы психология чуть-чуть, да, как бы фокус смещен у людей на другое. Спасибо. Вот смотрите, про вывод денег вы имеете в виду, что новенький человек приходит, он говорит, ой, так мало могу вывести, всего лишь 500 USDT. Боже, как это кошмар, страшно. И почему так мало? А как же мои деньги все? А если мне их нужно сразу вывести, и сразу все, а у меня там, например, 5000 лежит. Кошмар. Что же делать? Да, вы про это имеете в виду? Ну да, что как бы, ну, как бы у людей в кабинетах есть деньги, да, и люди не выводят деньги, то есть, а наоборот эти деньги там реинвестируют, открывают дальше потоки, но с фонда деньги не берут. И это как бы у многих людей, как оказалось, ну не то, что как бы проблема, это не проблема, но это как бы типа состояние такое. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого. Ну, смотрите, когда вот на этом этапе происходит, вот на этом этапе перехода от низкого к высокому, к высоким частотам, на этом этапе происходит процесс заполнения каждого человека. И я его прохожу, и все, и вы, и все мы его проходим, все человечество его проходит. Как раз сейчас мир настолько изменился, что вот мы это проходим. И вот в момент заполнения что у нас происходит? У нас здесь будут совершаться покупки. Эти покупки, мы их обязательно будем совершать, потому что вот здесь на низких частотах всегда не хватает. Я это называю нехватка. Ну, чтобы вы поняли, вообще всегда не хватает всего. Денег, не хватает еды, внимания, любви, телевизора, компьютера, телефона. Всегда страшно все покупать. Но постепенно, когда вы в кэшфло находитесь, трансформируетесь, будете переходить на более высокий уровень, и вот здесь вы будете совершать много покупок. И каждый раз покупки будут нас заполнять, заполнять, заполнять. Наступит момент, что они настолько нас заполнят, что мы успокоимся. Этот этап все мы проживали. И тогда вот что получается, что когда приходит новичок, он положил 5000 USDT, он, во-первых, ждет, что он сразу 5 миллионов получит из них. Вот, но это нормально. Это потому, что у него нехватка. Мы знаем. И наша задача новичка, ну, прямо так сказать, успокоить. Ему надо, чтобы его успокоить, это ему надо перейти и внимание свое направить больше в потоке. Вот когда он туда направит свое внимание и будет ими заниматься, перекладывать из одного в другой, у него будет по этапу происходить такая мини-разгрузка. Потом вы его направляете на топ-лидеров, топы, слушать это все, встречи. Он начинает слушать, он начинает больше в потоках, у него все больше и больше будет знаний, тут везде плюс знания, и при этом будет происходить разгрузка. Так вот, когда он ходит по потокам и по топам, разгрузка быстрее происходит, и тогда ему становится понятно, что вывести как бы всего лишь 500 USDT в день, боже, это шикарно, на секундочку, 500 умножить на 30 дней, мы получим 15 тысяч евро. Ну, если на 15 тысяч евро жить, это даже лучше, чем живу я. Это шикарно, наверное, вообще-то, понимаете? Ну, это шикарно, это прекрасно, это превосходно. Если
выводить 500 USDT и 500 USDC, то есть это на 1000 в день жить, и умножить на 30, это 30 тысяч в жизнь. Но это вообще шикарная жизнь, это Мальдивы постоянные. Так вот, новичок, который приходит, он хочет из 5000 евро сделать 5 миллионов и как можно быстро, чтобы жить на Мальдивах. Но у него должны происходить эти трансформационные этапы осознания. Он должен выйти из состояния спешки. Он должен выйти из состояния вот этого страха. Боже, а вдруг я не выведу? Он должен выйти из этого. И он еще не понимает, как он покупает машину, как он тут дом покупает. У него очень много этого недопонимания. А кэшфлоу так работает, что оно вам говорит: расслабьтесь про ваш дом, про вашу машину. Вы сначала придите к ежедневному именно получению. Вот придите к этой схеме, научитесь хотя бы ежедневно, хотя бы получать 20 евро, на них жить, хотя бы начать с этого. Потом, конечно, перейдем на 100 евро и на них жить, да, их тратить, не бояться. Но представьте, сколько нужно на этапе, чтобы вот эти каждый день 100 евро выводить, представьте, сколько нужно всего пройти. Это создать определенное количество потоков. Получить от топов знания, создать свою команду. Представьте, получить именно, сдать экзамен как лидером, стать, получить технические знания. Вот это все серьезнейшие виды трансформации. Кто-то может их пройти за 1 месяц, кто-то за год, кто-то за 2 года. И вот что получается. Новичок, он хочет получить 5 миллионов, и он эти 5000, он все время их думает: так, я, наверное, положу, плюс получу 50 или там 500 евро, уже будет 5500. Ага, теперь 5500 куда-то, что-то. Он начинает их крутить. Понимаете, он не видит целиком картину, и он зациклен на этих 5. Только вы, когда вы крутой лидер, вы ему все время подбрасываете: раз, вот сюда приди. Подбрасываете информацию, раз, открой еще этот поток. Он начинает злиться: почему ты деньги мне распределил по всем потокам? Я не вижу в этом смысла. А наша ведь задача трансформировать его мышление, а он сначала может и не видеть в этом во всем смысла. А вы будете удерживать удар как бы на себе, вы будете говорить: милый, потерпи, ты сейчас все смыслы увидишь, пойди еще тут послушай чьи-то другие там интересные вещи. А вот смотри, сейчас у тебя ты приглашаешь сейчас человека, у тебя сейчас серьезная работа с человеком происходит. Он, когда приглашает человека и вдруг сталкивается с его возражениями, он вдруг понимает, что елки-палки, у меня же такие же возражения, капец. А мне сейчас этому человеку нужно объяснить, а я имею свои возражения. Ого, и какая трансформация вот здесь серьезная происходит. Офигеть какая, как это важно, это огромное количество восклицательных вопросов. Почему топы наши говорят: идите и говорите людям, работайте с людьми? Потому что, работая с людьми, у нас наша личная внутренняя трансформация происходит. Обалдеть какая. То, что мы рассказываем людям, то мы уже это автоматически начинаем выполнять, этому следовать. Так работает наш мозг, так психосистема работает. И поэтому со временем человек успокаивается, и он наконец-то понимает, что елки-палки, это же для нас сделали, вот система безопасности именно так и работает, что 500, например, USDT в день, это отлично, и больше не надо. Это система безопасности. Эта система нам дает возможность растянуть наши получения на очень долгое время, на десятилетия, на 20-летия, чтобы мы привыкли к этому. Именно вот эта вот возможность получать не больше, а вот столько, и мы, когда к ней приходим, то мы на пути к этому меняем очень серьезно свое мышление. Когда мы начинаем радоваться тому, что мы можем столько получать. Вот. Новичку сложно, но действительно очень правильная схема, чтобы деньги находились в потоках. Это очень правильная схема. Это схема номер 1. Это обязательно. Потому что вот тоже сегодня с Виталием это обсуждали. E-currency упал, и человек такой: я все потерял, я же все вложил в e-currency. А зачем ты все вложил в e-currency? Из страха? Если из страха, это неправильная модель.
Тебе не нужно все вкладывать в e-currency. Из жадности, из нехватки, опять неправильно, неверная модель. Тебе нужно иметь обязательно прежде всего потоки. А e-currency, как я уже раньше сказала там выше, подкупать. Вот. А деньги, когда у тебя появились, например, дома, там, на работе, ты заработал, ты их прежде всего в потоки направляешь. А из потоков ты покупаешь e-currency. И этой стратегии продолжать следовать. Не подхватывать вот это фома, вот этот страх утраченной выгоды. И currency поднялся, все забыли про потоки, побежали, конечно, покупать e-currency. Спокойно. Ты свое заработаешь всегда, ты свое получишь всегда. И про вывод тоже. Вот я хочу вывод показать. Мне на этой неделе буквально огромное количество людей, и все прямо пишут: а ну срочно мне тут выведи, а ну подтверди, пожалуйста, а ну давай, тут что-то я, даже звонок, даже звонили, срочно мне же надо стартовый открыть, пожалуйста, подтвердите мне потоки, обязательно подтвердите мне. Смотрите, я точно понимаю, что люди, которые мне такие сообщения пишут, что они так и не научились работать со стартовыми потоками. И опять же, человек в спешке пытается открыть много стартовых, чтобы много заработать, стартовый флоу, и получается работает по такой схеме перевклада. Ну, то есть этот стартовый поток дал ему деньги, ему надо их вывести сейчас и заново туда положить успеть. Вот, и поэтому хочет же вот побыстрее все это сделать и как можно больше захватить, и поэтому в спешке все время нужно каждый день, чтобы я там в 9 утра уже обязательно этому человеку вывела его деньги, потому что в 10 он хочет, чтобы его потоки работали. Но хорошо, допустим, вы работаете со стартовыми, прекрасно, но у стартовых же тоже есть свое предназначение и своя определенная формула работы. Поэтому здесь тоже я считаю, что вот эта схема перевклада, ну, она рабочая, ну так, 50 на 50. Мне нравится гораздо больше другая схема, когда вы не перевкладываете в него же, таким образом вы вообще не торопитесь. А когда вы заводите в растущий. Хотя многим топ-лидерам это не нравится, но здесь уже у каждого индивидуально. Но зато просто, когда вы заносите в растущий, у вас не будет этой спешки, у вас со временем будет денег всегда хватать на стартовый поток. А так, сколько бы ты потоков не открыл, ты всегда тоже будешь торопиться, опять же, его перезапустить этими же деньгами. Ну, это, в общем, самое главное, что, допустим, Вера как говорит, я подтверждение делаю 2 раза в сутки. Все, не надо мне звонить, не надо мне писать. Вот, ждите своего времени подтверждения. Так Вера Хаптинец говорит. Поэтому, конечно, звонить, я думаю, это совсем неправильно. А ну-ка подтвердите мне. Если все 400 человек будут одновременно звонить, например, ого, а куда бежать тогда? Поэтому, да, подтверждение у всех, у каждого стартовых зеленых потоков происходит однозначно. Просто немножко терпения. И опять же, тот, кто торопится, это я понимаю, что этот человек находится в нехватке и в состоянии как можно больше все успеть, захватить, вот это успеть. Ну, значит, немножко времени, немножко терпения. И вопрос такой был, а какие потоки подтверждают лидеры? Вот у нас есть Growing Flow, я еще раз хочу напомнить, и стартовые потоки, стартовый flow. Вот у меня вчера девочка выводила, я сделала скриншот, выводила из своих потоков, из зеленого, выводила 7000 евро. И она мне писала, говорит, что так, я не поняла, а что вообще вот происходит, видите, вот. Что вообще происходит? Почему у меня до сих пор 15 минут времени прошло, и, допустим, нет до сих пор денег? Это все про нашу с вами систему безопасности. Это все однозначно про то, что нужно изменить мышление. Это однозначно про то, что нужно себе планировать все. Это однозначно про то, что здесь в Growing Flow торопиться никуда не нужно. Growing Flow тоже лидер подтверждает. Лидер делает это подтверждение сначала на вывод суммы. И здесь тоже лидер подтверждает. Вот. Но в дальнейшем зачисление денег, когда у вас уже написано в обработке или обрабатывается, зачисление денег, это зачисление уже лидер не делает.
Зачисление делает сама система, сам проект Кэшфло. И поэтому вот на зачислении у меня часто во время зачисления, когда написана сумма в обработке, мне все звонят: а почему ты деньги мне не выводишь? Я хочу людям объяснить, что здесь никто ваши деньги не удерживает. Деньги здесь перераспределяются в системе, и это технические моменты. И это естественно, это нормально. К этому нужно привыкнуть, что это отлично, это все хорошо. Никуда они не пропали, никто их не ворует, никуда они не задерживаются. Что действительно здесь деньги вот здесь выводятся со временем. Я, конечно, в этой ситуации понимаю, человек, находящийся на вот этом низкочастотном уровне, он в спешке. Ему очень страшно. Я года 3-4 назад тоже вообще была ровно в таком же состоянии. Но со временем вот это потоки, 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 люди, бонусы, люди, e-currency, вот эта работа, который вклад я сделала за эти 3 года, они со временем убирают эту спешку на 100%. Вот просто на 100%. Это все проходят, это все прошли. И поэтому сейчас я, конечно, все возможное запускаю опять же в потоке. Вот, и еще раз объясняю, значит, Growing Flow я делаю подтверждение, а зачисление делаю не я, делает система. И зачисление, вот такой вопрос был, а как быстро зачислиться, например, 7000 евро? Я не могу сказать, как быстро. Они могут зачисляться в течение 3 дней, 4 дней, может быть больше, может быть меньше, может быть в течение суток зачислятся. Но на это нужно время. Вот. И это обусловлено именно системой безопасности. Вот. Это главное, что нужно понимать. Только вот находясь уже на вот этом этапе, вот на этом верхнем, это начинаешь понимать и расслабляешься, и доверяешь, и понимаешь, почему такая скорость здесь. Движение денег, скорость здесь происходит другая. А когда человек находится на низкой частотности, на этом низком старте, то ему нужна больше скорость, он хочет быстрее, больше. Но чем он будет это стараться быстрее и больше, тем он меньше будет получать. Так происходит, потому что люди обычно в таких ситуациях много теряют. У меня такой вот был тут еще вопрос, значит, вот, мне интересное сообщение такое пришло, интересный человек написал, хочу разобрать. Тут так много всего было написано, и мне нужно разобрать эту тему. Он так много всего просчитал, я не знаю, Владимир, может, вы сейчас на связи? Так, значит, я от любознательности поиска денег проанализировал, изучил потоки. Быстрые потоки на 30 дней, супербыстрые на 15 дней, имея невысокий доход, зарплаты 10 тысяч гривен, которая полностью уходит там на ежемесячные расходы, я понял, что нужны быстрые потоки. Так, Монобанк дает кредит, вот, беспроцентный льготный период на 56 дней. За это время я хочу пропустить кредит через потоки, завожу с 1 по 5 число гривну, так, обмениваю, ага. Так, покупаю e-currency на потоке, открываю потоки быстрые на 35 дней. Угу. Полный просчет, интересно. Итого общая сумма. Угу. Перевожу, только здесь такая ошибочка, Владимир, если меня слышите, не пойму, зачем вам надо переводить деньги, когда вы уже прибыль получили на Money Storage, зачем вам их нужно переводить еще на Blackbit. Вот это непонятно, этого не нужно делать. Зачем вам еще на биржу? Вам не нужно через P2P. Нет, напрямую из Money Storage выводим. Закрываю кредит. Остается чистая прибыль 1224 гривны с кредита. Вот так просчитал. Затем опять беру кредит. И так повторяю действия ежемесячно. Ежемесячный доход будет составлять 1200 гривен. Так, интересно. Я написала, что надо выводить гривну через Money Storage, а мне Владимир написал невыгодно, так как комиссия большая за вывод гривны с Money Storage при обмене 572 евро будет 26 тысяч гривен, а при выводе их с Money Storage на карту комиссия 910 гривен.
Мгм. И получается, прибыль меньше. Ого, слушайте, серьезно подошел к вопросу. А потом в итоге написал, дочка сказала, нет логики рисковать 24 тысячами гривен ради 1000 гривен. Да, и она права, ради 1000 гривен заработка. Но смотрите, фух, что даже сказать по этому поводу? Много чего хочется сказать по этому поводу. Прежде всего, Владимир, а вы здесь на связи или нет? Это интересно. Владимира нет, наверное, на связи, да? Прежде всего, хочется сказать, что в вашей ситуации я бы, ну, во-первых, приходила на эфиры однозначно, потому что здесь нужно советоваться, разбираться, делиться опытом, получать этот опыт и обсуждать. Очень много нюансов есть. Схема, которую вы написали, она, ну, очень интересная. Вот. Но я бы, конечно, про кредитные деньги ничего не могу посоветовать, потому что не пользуюсь именно такой схемой, не беру кредитные деньги для потоков. Тут нужно в вашей ситуации брать, вот если вы вышли сейчас в эфир, вы наверняка будете уже в записи смотреть, и если бы мы с вами пообсуждали, то вот у нас Виталий есть, который предлагает вообще через, конечно, другие виды заработки, через e-currency, через монеты тоже есть возможность. Много вариантов, как можно заработать дополнительные средства. Никогда не отбрасываем вариант поделиться информацией с другим. Никогда не отбрасываем. Вот. Всегда есть человек рядом, который очень нуждается в кэшфлоу. И всегда благодаря этому человеку можно развиться. А может быть, он пришел, и вам уже 100 евро бонусов упадет, понимаете? Может быть, этот человек будет вам благодарен, что вы поделились дополнительным инструментом по инвестиции. И у вас получается в этот месяц раз, и уже сумма или 50 евро вы получили, это уже 2000 бонусов. Может быть так. Ну, я уже говорила, все крупные криптотрейдеры, все до одного изначально людей, у которых даже нет 1000, они изначально обучают получать проценты, все до одного проценты, на разных комиссионных перепродажах, открытии карт, продаже аккаунтов. Все это делают. То есть на бонусах. Бонусы – это номер один. Все криптотрейдеры с этого начинают. Все даже миллионеры криптотрейдеры с этого начинали. И поэтому сейчас, когда Кэшфлоу говорит, что пойди поговори с человеком, пригласи сюда человека, может быть, эти бонусы тебе как раз помогут в открытии новых потоков. Либо сделай какое-то доброе дело, еще что-то, подзаработай во внешней среде, где-то как-то дополнительно, чтобы получить эту 1000, 2000, чтобы открыть потоки. То есть ищи варианты. Будешь искать, обязательно что-то появится. Обязательно. Так мир работает. Давай в мир запрос этот. И мир обязательно что-то подбросит. Так, застряли USDT в кошельке. На днях вот моя мама как раз тоже еще, и не только мама, еще был такой запрос. Помогите, пожалуйста, делала перевод, деньги не вывелись. И висит такая табличка, что деньги не вывелись в обработке до сих пор, уже несколько дней висят в обработке. Что нужно с этим делать? Смотрите, что нужно с этим делать. У нас сейчас в Money Storage появилась такая возможность самостоятельно, самому написать, обратиться в помощь. Вот. И в помощи есть такой прямо раздел. Я перевел деньги, сейчас на ошибочный адрес первое не то. Я не получаю ответа от техподдержки не то. Пополнение с карты не засчитано не то. Не зачислен перевод в криптовалюте. Вот. Раз, два, три, четвертое. То. Сюда заходим и сюда обращаемся. Вот. И отправляем всю информацию, которую необходимо. Там обычно скриншот. Да, отправьте ссылку на транзакцию перевода в блокчейне. Вот. Здесь обычно заполняете информацию, пишите дата. Что мы обычно пишем? Мы обычно пишем следующая дата. Сейчас покажу, что мы пишем, потому что такой вопрос был. Вот, мы пишем
Пишем, например, участник, дата, время, делала перевод, в какой сети, на какой адрес кошелька, вот. И что произошло? Висит транзакция. Окей, все. И там получаем ответ. Сейчас уже техники в кошельках это обрабатывают. Так, Трасти. Про Трасти Света нам сказала. Свет, так что, работает сейчас уже все, да, на Трасти? Да, все работает, и ну, просто все хорошо работает. Уже заводили, да? Да, мы и в тот раз, в общем, мы сделали с одной участницей так, что мы вывели деньги на Nexo, и с Nexo вывели их на Money Storage, потому что она просто хотела быстро, и у нас все это получилось. Я нахожу это даже не за какую-то проблему, а новая задача, которую мы смогли решить на все 100%. И также потом к вечеру появилась опять RSS-станция, и другие участники спокойно перевели свои деньги, и все работает. Еще есть одно такой опыт, с которым я могу поделиться. Желательно, чтобы все участники, у кого есть Трасти, следили за сроком годности своего паспорта, потому что верификация проходила там или по удостоверению личности, или по паспорту, и как только он истекает, невозможно пользоваться Трасти картой, потому что выплаты не проходят. Поэтому лучше это все сделать заранее, позаботиться о том, чтобы паспорт был уже, как говорится, заказан, восстановлен до того, пока он истекет. И потом надо написать в Трасти в поддержку, чтобы сделать новую верификацию с новым удостоверением личности, как говорится, ну, когда срок годности опять новый. И сделать тут же пометочку, чтобы они сразу эту карту сделали доступной для оплат, потому что если вдруг паспорт истек, то там появляется такой где-то у них также в системе, как говорится, галочка, которую они забывают убрать, и потом даже с новым паспортом не проходят оплаты. Как говорится, это занимает просто много времени и работы, поэтому участники, конечно, должны сами смотреть за своими паспортами и заранее уже писать в техподдержку и оформлять это все заранее. Вот такой опыт у нас сейчас прошел с 2 участниками, у которых истекли паспорта. Да, что значит истекли паспорта? У них там срок годности есть? Просто срок годности просто кончился. И оба не заметили, что он уже закончился. А потом продлили, и все нормально? Поменяли Да, паспорта, пришлось и все писать восстановили? техподдержку. Техподдержка сказала, что так как паспорт истек, они не смогли сделать оплату. Надо было сделать новую верификацию. Новую верификацию можно сделать только если техподдержка, опять же, уберет старую. Поэтому писать туда придется. И я нахожу, что писать это, конечно, может каждый участник, который владеет английским и русским языком. И поэтому можно воспользоваться переводчиком и это все заранее оформить и заранее сделать. И потом, когда пройдет новая верификация, надо обязательно написать в техподдержку и попросить, чтобы они проверили, все ли функции работают. Если вдруг карта не оплачивает, не в панику, а писать в техподдержку и просить, чтобы по такой-то, такой-то причине, пожалуйста, сделайте, чтобы оно все работало. Это не от нас зависит, просто люди пугаются, а это не от нас зависит, это зависит от Трасти, и там тоже люди, и тоже, как говорится, компьютеры, и эти просто надо коммуницировать и дальше это давать. Вот. Поняла, благодарю за тоже такую информацию, очень важна. Да, вы же там сообщайте мне по Трасти, вы с ним сейчас работаете, у вас другая регистрация, у меня другая регистрация. Если что-то происходит, какие-то у вас изменения по вашей европейской регистрации, сообщайте, хорошо? Супер. Благодарю. Друзья, у вас есть еще какие-то вопросы?
Добрий день і всім Добрий день. добрий день. Є таке запитаннячко. Чи є залежність курсу ікарінса від курсу інших криптовалют? Ну, Нету. нету. У нас Нет. нет, потому что мы сейчас не находимся во внешней торговле. У нас сейчас e-currency зависит только от, по сути, психоэмоционального состояния людей внутри. Это очень экологично, но и поэтому я сейчас даю очень много уроков по психонаправлению, чтобы вам понимать, что происходит, и чтобы люди могли работать самостоятельно со своими страхами, вот, и с потоками. Потоки лечат. Открывать больше потоков, потоки очень хорошо лечат. Вот. У нас нет же подвязки, у нас же нет сейчас пары. Мы же собираемся выйти во внешний рынок. Собираемся. Ну, по мне, так, мне очень нравится, когда это происходит внутренний. У нас сейчас же не децентрализованная система, это хорошо очень. По мне, так это очень экологично, мы в своем кругу находимся, по сути, в своей сети. Но людей это очень пугает, потому что люди, не понимающие, как это работает, они думают, что если мы вышли во внешний рынок, то мы якобы тогда заявили о себе, и якобы мы тогда настоящие. А вот сейчас, когда мы в своем кругу находимся, то мы якобы не настоящие. Но это все просто ложное. На самом деле, мы когда в кругу находимся, то мы очень экологичны. У нас экологичное развитие, которое невозможно никакими внешними и политическими событиями и другой внешней монеты изменить. То есть мы экологичны, потому что вот этот рост и currency у нас происходит и падение только за счет спроса естественного и за счет настроения. Только так. Вот сейчас это у нас только так происходит. Вот. И все, кто находится в кэшфлоу проекте, все нуждаются в монете. Это нормально, это правильно. Это прекрасно, это хорошо. И за счет этого у нас происходит рост стоимости монеты. Так и должно быть. Да. Это нужно знать нам, этому не нужно пугаться вообще. Здесь это так монета и растет, так криптомир и работает. Вот. Ликвидность монеты должна быть. Ликвидность – это нуждаемость в монете. Но все, кто заходит в кэшфлоу проект, все хотят обрести новые знания, перейти на новый уровень мышления и стать финансово грамотными. Они все используют обязательно потоки плюс e-currency. Вот, это и Алло, есть. Да. Иван, здравствуйте, Аня. привет. Да, Здравствуйте. это Иван вас беспокоит. Вот хотел как раз на пару вопросов добавить Давайте. о том, что мы не зависим от других бирж. Ну, скажем так, я уже больше 4 лет занимаюсь трейдингом. Очень Ага. прекрасно это понимаю, что даже и хорошо, что мы не вышли на такие биржи, как там Binance там и все остальное, где люди, ну, скажем так, киты могут манипулировать нашей монетой. Некоторые люди этого не понимают, когда этим не занимались. То есть она может в один момент упасть, не знаю, там до 2 евро. На этом люди заработают. А потом искусственно подняться до 20. Поэтому лучше, чтобы она находилась именно, поддерживалась, скажем так, нашими пользователями, тогда ей дает это популярность там. А спад – это нормальная ситуация, потому что люди увидели большой рост e-currency и начали его просто, да, вот, скупать. Хотя, в принципе, когда он падает, в тренинге это называется, ну, вы же тоже тренинг называется уравнить уровень там. То есть уровень Мгм. сопротивления по графику, оно еще не пробило, поэтому переживать вообще не за что. А усреднять свои позиции, это наоборот хорошо. Кто-то купил там по 20, сейчас оно там Мгм. по 16, наоборот лучше докупить, и средневзвешенное состояние будет уже Мгм. 18, а потом оно поднимется. Это первое, что Мгм. хотел сказать. Второе, что, допустим, хотел сказать, что вот я занимаюсь уже больше 24 лет традиционным бизнесом в Украине.
Ну, понятное дело, хорошие деньги зарабатываю, но чем меня привлекает кэшфлоу? В традиционном бизнесе расскажу только про один, про все остальные не буду рассказывать. Там, что нужно закупить товар у, не знаю, там, в Китае, в Америке, в Европе, проанализировать логистику, привезти, сделать, нанять транспорт, сделать переход границы, сделать растаможку, поставить товар себе на приход. И потом только его реализовывать. И опять же, у тебя остаются остатки. Как бы ты бы не хотел бы. Как бы ты бы не хотел бы, остатки товара, чем бы ты ни занимался, не знаю, там, автомобилями, одеждой, обувью, там, спорттоварами элитными, вот как мы сейчас занимаемся спорттоварами элитными, это один из наших бизнесов, всегда остаются остатки. В кэшфлоу, что мне привлекло, что ты заходишь с определенной, скажем так, комфортной для тебя суммой, и ты должен это осознавать изначально. Ты заходишь для заработка, а всю свою боязнь нужно оставить, ты же заходишь для чего-то. И, как вы говорите, они не тормозят. Вот моя личная поговорка есть. Вот за 25 лет, то, что я работаю, я всегда людям говорю, не спешите жить. Вот, просто Мгм. не спешите жить. Все будет в ваших руках, не нужно нервничать, холодная голова, четкий рассудок, действовать определенной схеме, там, определенной стратегии, не менять их 200 раз, там, 300 раз, к этому может ни к чему не привести. Но, тем не менее, здесь у тебя остатков не остается, которые ты потом не знаешь, как их там потом реализовать, там, акции какие-то делать, скидки какие-то делать, еще там что-то там делать. То есть, скажем так, это один из самых, Плюсов. скажем так, лучших, да, Мгм. проектов инвестиционного бизнеса, скажем так. Я это не говорю как инструмент, как вы не говорю, как это проект, а инвестиционный бизнес. И даже лучше, чем трейдинг. Потому что если мы попадем на внешние рынки, там другие, такое, допустим, как Binance на биржу, там еще, то киты сразу заинтересуются нашей монетой, потому что она растет, потому что есть некоторые монеты, которые ниже нуля, там 0,001, и начнут ее шерстить. И она начнет падать, и люди будут в панике. Потом начнут ее поднимать, люди начинают скупать. То есть зачем, чтобы зарабатывали, ну, не знаю, там, крупные киты со всего мира, там, не знаю, там, Нью-Йорк, Европа, там, если может это все сообщество зарабатывать внутри себя. Конечно, Падает, однозначно. наоборот, нужно подкупать, Усреднять. Мгм. усреднять свой уровень. Вот в тренинге это называется усреднять. Вы что же этим занимались? По поводу MasterCard и Visa, это, скажем так, на уровне слухов. Это якобы ответные действия там, на действия Трампа. То есть вряд ли Европа на это пойдет, потому что там миллионы людей пользуются этими карточками и выплатить всем, потому что просто так они закрыть не могут. Для того, чтобы закрыть, нужно все активы всем выплатить куда-то там, ну, как минимум на расчетные счета. А в этом Европа не заинтересована, все государства заинтересованы, чтобы деньги все были в безнале, и Мгм. чтобы они их пользовались там полностью. По поводу процента на переводы карточек, там, допустим, с карты на карты, этого тоже никогда Украина на это не пойдет. Никогда. Потому что 5% может облагаться только прибыль человека, а не перевод человека. Вот, если человек получает прибыль, и там пишется, там, да, там, продажа там чего-то такого-то, там, прибыль за то-то, там, не знаю, еще там что-то. Вот тогда в этом случае они могут применить какой-то там процент. Подоходный налог, но там далеко будет не 5%, там будет 18% подоходного налога, 5% военного сбора, и все, то есть доходит Да, до больше 25, 20. там, да, до Мгм. 25%. Никогда на это не пойдут, потому что все понимают, что опять все уйдем в теневой бизнес, а для Украины это сейчас для всего мира это катастрофа, а для Украины это полная катастрофа. Да, они там Поэтому сейчас якобы пытаются поставить контроль там даже по на продажам по OLX, объявлению. на Ага, на OLX. OLX там Мгм. все, если ты 3 раза продал в год, все, ты уже под колпаком, там еще Мгм. там что-то. Но я думаю, этого не сделать, потому что люди продают бэушные вещи там, ну, в основном на OLX, да, чтобы хоть как-то там, ну, чтобы не выбрасывать. Да, это Не знаю, слухи. мы их дарим там, вот и все, мы их не продаем. У нас тоже есть там дети, которые там выросли из чего-то. Мы им покупаем хорошие бренды вещей, не буду называть там какие
Мы просто людям дарим. Я думаю, этого не дойдет. Переводы с карточек на карточек нет. Мы можем подтвердить свои официальные доходы, и лимит со 100 тысяч превратится там в 500 000 гривен по каждому банку. Тем более одни и те же документы можно показать в один и тот же, в два разных банка там. В Приват, в Моно, в Пивден, в Укрсибанк, и лимит вообще будет исчерпаны. По поводу Trusty Plus работает до сих пор, без всяких проблем. USDT работает тоже. Сам лично переводил в ближайшую неделю. USDT работает постоянно, без ограничений на любые USDT кошельки. Только нельзя, допустим, рассчитываться, если у вас есть карточка, ставить ее как конвертируемая для расчетов в еврокарты. USDC работает, и сеть ERC20 тоже работает. Можно поставить там основной валютой евро, если человек находится за границей. Ну, конвертируемая карта, это будет, да, USDC. Валюта, конвертируемая валюта. А так, в Мгм. любом случае, нужно, как так правильно сказать, каждому участнику, каждому новому участнику, каждому будущему участнику понимать, что это лучше, чем традиционный бизнес. Я не спорю, что нужно вести и тот, и тот. Не надо там какой-то там бросать там или еще там что-то. Но здесь вот для меня вот большой плюс, да, я давным-давно уже заработал на детей, не знаю, там, на внуков и на всех остальных там за все свои года. У меня есть даже грамота, как за четвертого человека в Украине по налогов в Украину. А каждый понимает, куда они деваются. Их просто воруют. Вот и все. А здесь, когда ты заходишь, работаешь, то есть тебе рассказывают, помогают. У тебя большой плюс, у тебя нету остатков. Третье, ты поднимаешься до большого уровня, ты начинаешь думать, начинаешь с биржами работать, как-то это купить, там, все это сделать. А самый максимальный плюс, то, что когда ты ведешь свой бизнес, тебе никто ничего не подсказывает. Поэтому ваш труд, скажем так, как лидера, вот у меня один из лидеров, это вот Валентин Ларин, с которым я вот общаюсь там, с вами общаюсь, то есть ваша работа очень колоссальная, которая стоит таких трудозатрат, которые раньше даже не было. А когда ты ведешь самостоятельный бизнес, ты сам заработал, ты сам потерял. То есть тебе никто ничего рассказывать, объяснять, как лучше, где сделать оптимизацию налогов, как растаможить там дешевле, как перевести дешевле, а может подождать, перевести, консолидировать там какие-то там свои активы там или еще там что-то. Тебе никто этого не подскажет. И ты вот Да. заработал сам, потерял тоже сам, и сидишь как этот. Поэтому для вас, вот как для лидеров, это большой респект, что вы это ведете, это очень полезная информация. Благодарю. Поэтому, а когда заходите вот люди в проект, то в это нужно просто верить. Ты зашел же не просто так, тебя же никто не заставлял. Ты сам подумал, ты сам решил, ты осознанно к этому решению пришел, самостоятельно его принял. И в любом случае только огонь, силу в руках чувствуете, в глазах видите цели. Нет, не вижу препятствий. Да. Благодарю вас, Иван. 100%, да. Благодарю. У Ивана очень Очень крупный. полезны, да, всегда ваши, скажем так, стримы или эфиры очень полезны. Поэтому раньше такого как бы не было. И вот сравнивая с традиционным бизнесом, то тут нужно просто вот огромное спасибо всем лидерам говорить. Благодарю, супер. Вам Да, спасибо за все. спасибо, да, спасибо. Спасибо, что подсказали. Действительно, про карточки это точно так. Даже напомню, те государства, которые в итоге пришли к единому налогу, там 4%, там 10%, 12%, они на сегодняшний день самые богатые государства в мире. Поэтому я верю Ну в то, да. что Украина к этому тоже должна как-то прийти. Да, придет, Украине нет смысла, чтобы все заходило опять в тень. Ну Они, да, наоборот, хотят, чтобы оно все было на расчетных счетах государства, и тогда наше ВВП будет лучше, скажем так, и мы сможем много делать. Второй вопрос, вопрос коррупции, но это уже не тема нашего сегодня да. разговора. Там, да, все об этом знают и все это понимают. В каждой стране это существует, это есть, просто в разных эшелонах власти. Это все происходит и в других размерах. Я просто хотел так Разных. вкратце за все вот эти вот вопросы поотвечать Да, супер. на своем опыте, поэтому
Тут мышление нужно менять и не спешить жить. Жизнь хороша и по чуть-чуть кто-то заходит, понятное дело, с минимальных средств, кто-то с максимальных средств, но придерживаться одной стратегии, и тогда все у всех будет хорошо. А почему e-currency чуть-чуть припало, я же говорю, все на росте начали его скупать. Да, А его нужно просто тратить вот в потоке. в потоках. Тогда оно Поэтому будет мгм, расти. Мы сами себе делаем либо хорошо, либо не очень хорошо. Я понимаю, что каждый месяц нужно себе там прикупать, пускай там будет, там, не знаю, там, каждый месяц там 30 e-currency себе покупать, 50 e-currency, там, не знаю, там, мгм. ну, у кого какие возможности, кто-то 100 там может себе покупать там. Но это не сама цель. Будем развивать потоки, вот тогда она будет расти. А если только все свои средства будут тратить на закупку e-currency и сидеть мониторить, как оно там вырастет, там, то мы ни к чему не придем. Мы на какой-то отметке остановимся и там. Да, 100%, все верно. Это вам огромное спасибо. Благодарю. Да, и Да. currency это не есть самоцель. Ждем вас после Спасибо. поездки на Мальдивы с большой энергией, с новыми новостями, с новыми Спасибо. идеями. Там Да, хорошо там отдохнуть, пообщаться, супер. все сделать Благодарю. там, да. Поэтому Да, всего вам хорошего, да, на связи всего всегда с вами. хорошего, на связи. Да, Спасибо. на следующей неделе это мы уже будем в следующие выходные на Мальдивах. Да, это точно. Буду уже оттуда эфир вести. Я думаю, он будет очень короткий. Поэтому сегодня он немножко длиннее. Но вы на все дали очень четкое объяснение и еще раз подтверждение. Да, про e-currency все понятно, все ясно. Сейчас людям нужно переключиться на работу с потоком. E-currency это не сама цель. Сама цель это однозначно вот получение этого новой формы мышления. Вот, переход на новое мышление и переход на новый именно финансовый уровень за счет измененного мышления. И тогда идем по схеме e-currency, покупаем всегда, не торопясь, не на всю сумму, всегда в течение 10 лет, 20 лет будущих все так же будем ежедневно их подкупать. Вот. Но потоки тоже открываем всегда. И, Просто как я считаю, что каждый участник, если он сюда вступил, ну, он считается не участником какого-то банка, а участником сообщества. И он должен вносить хотя бы какой-то минимальный вклад в развитие, скажем так, этого фонда нашего, мгм, вот, Меркурий, там все. А если, допустим, просто скупать e-currency, ну, зайдите на биржу Binance, купите себе, не знаю, там, биток, эфир, там, и сидите, ждите, когда там волатильность от 100 тысяч до 73. И вот когда он падает сразу на 30, то можно пойти валерьян купить. Вот и все. А тут таких больших падений нету. И вклада большого не делаете. И вы не зависите от рынка, вы зависите от монополистов на рынке, от огромных акул. А здесь мы зависим сами от себя. да, То есть мы сами вносим вклад, открываем потоки, потому что все равно потоки нужно открывать, они работают. И не нужно там считать, сколько там, 10%. Если люди считают, что 10%, ну, значит, я не хочу никого оскорблять, значит, они неправильно чуть-чуть считают, потому что за минусами currency это выходит чуть-чуть меньше. Не хочу их расстраивать там. Но их нужно открывать все больше, больше, больше. Сегодня так, через 2 недели так, через месяц по-другому. Ну, не получится, вот как вы говорили, человек хочет внести 500 евро и потом получить там 5 миллионов. Ну, не бывает такого. Ну, не бывает. Это можно только наследство там откуда-то там получить. мгм, да, Уже потом каждый должен носить свой вклад хотя бы по мере своих возможностей. Только из-за этого пойдет рост. А я мгм, уже понял, что когда он пошел вверх, все начали просто тупо скупать и придерживать потоки. А это, я считаю, не совсем корректно и правильно. То есть мы же стремимся же к поднятию. Всем мгм. всего хватит. Всем всего хватит. Вот. И не нужно спешить жить. Жизнь прекрасна, ее нужно прожить каждый день хорошо. Да, благодарю. Ну, супер, прекрасная. Спасибо, да, за понимаете, я говорю, как вот человек традиционного бизнеса, что такого вот бизнеса, скажем так, без всяких заморочек там, закупил, растаможил, привез, поставил себе на приход, насчитал, заплатил кучу налогов наперед, там еще там что-то там, остатки, там и все, зависит там сезонность, не сезонность.
Тут этого нет. Это нужно понимать. А кредитные средства брать вообще не нужно. А даже если ты уже берешь, то же говорят, зачем рисковать? А чем человек рискует? Он берет кредитные деньги, на этом еще и зарабатывает. Это даже не его деньги. Это деньги банка, который вот дает ими бесплатно пользоваться. Поэтому сколько оно уже принесет, это уже человеку самому решать. Но я бы этого бы не рекомендовал бы на кредитные деньги делать, не спать, потом переживать, воять там, их же нужно отдавать, а сзади как берешь чужие, а отдаешь свои. Ну, ну да, с кредитными это такой вопрос еще. Нужно ли Не, ну, ставить? я знаю, что многие это делают, многие это делают. Это ошибка, наверное, наших внутренних банков, которые дают там почти на 2 месяца беспроцентный кредит, их потом нужно там гасить. Ну, тогда не нужно переживать, что ты их заводишь, выводишь, ты теряешь проценты. Это, понятное дело, это любой обменник, есть цена бит, есть цена аск, на котором на этом спреде зарабатывают, не знаю, как на биржах, так и каждый валютный обменник любого банка на этом зарабатывает. То есть ты не можешь получить там, не знаю, там доллар там по 41.20 и потом вывести по 41.20. Ты его взял кредит по 41.20, а если он завтра будет гривна 45, то что теперь? Ты потеряешь. Мгм. Поэтому с кредитами лучше, конечно, не сильно рисковать. Это как бы такой, скажем так, самообман. Лучше меньше, но со своих результативность будет не меньше, чем это 1000-1200 гривен в месяц. Не меньше. А то, может быть, даже и больше. При правильном ведении, причем под вашим руководством, с вашими стратегиями, там, которые лидеры все рассказывают и говорят и помогают, это очень большой плюс. Поэтому спасибо вам большое, хорошего поездки. Спасибо. Добре, а тоді про карати. У всіх є карати, і яка майбутня у нього історія? Развитие. Про карат то же самое. Он будет отчасти повторять историю e-currency. Все то же самое. Но я считаю, что вот сейчас то, как мы находимся в этой экологичной, закрытой в своем этом экологичном мирке, вот в нашем, мультивселенная сейчас очень много таких будет сообществ разных. И вот у нас есть наше сообщество, и в нашем сообществе есть криптовалюта. И здесь может быть несколько видов криптовалют. И вот это развитие внутреннее, ну, это шикарно. Это настоящее здоровое экологичное развитие. Никто не стимулирует нас, никакие политические события, никто не зарабатывает на нас лишний. Потому что если трейдер заходит, он будет гонять нашу e-currency туда-сюда, и кто будет терять? Кто будет терять? На чем зарабатывает трейдер? Люди, которые находятся в сообществе. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы это было наше, зависело от нас, росло с помощью нас. И поэтому люди, такие как мы с вами, делитесь этой информацией с другими людьми. Нам не надо трейдеров, нам нужно таких же людей, как мы с вами. Вот и все. А карат точно так же. Все это будет работать, только время, чуть-чуть времени нужно. Я, допустим, 6 лет здесь нахожусь, и из них 5 лет ждала роста e-currency. Можете себе представить, он наконец-то произошел. Поэтому, если мы даже посидим с каратами 1 год, это разве время? Ну, то это в разрезе там 40, 50, 100-летней жизни, это вообще 1 секунда времени. Поэтому спокойно движемся в этом же направлении. Закупаем каратики потихоньку. Но основная наша тема это потоки, только потоки. Потоки и currency классно, супер, мы понимаем, как они работают. Работаем с e-currency, но занимаемся и развиваем только потоки. Вот. Я уже свой поток, я вам сейчас покажу. У меня тут на стене вот такие планы висят. Сейчас, секундочку, включу телефон. У меня вот такие вот планы висят. И здесь вот мой план, например, по одному потоку, план по второму потоку, пошаговый план. Вот. Вот все расписано. Вот так мой кабинет выглядит. Все везде расписано, доска в планах, в чертежах. Все работаю с потоками, продолжаю безостановочно, постоянно. И иду себе отмечаю. Вот здесь уже давно не отмечала, у меня еще тетрадь есть. Вот здесь уже давно это прошло, вообще супер.
прошла, отмечаю, галочка, вот это давно прошла, себя поощряю. Потому что отвлекаешься на внешнее, об этом забываешь. Вот к этому, например, подхожу, уже буквально чуть-чуть осталось. И вот уже скоро будет моя реализация. Вот здесь у меня первый этап был расписан, потом второй этап. И я в потоках иду. Независимо от того, сколько у меня сейчас денег, я все равно иду. Независимо от того, что я там получаю 500, например, в день или там 100 в день. Независимо от этого, я все равно иду, работаю с потоками. Даже знаю, Вера точно так же идет. И все остальные идут все равно с потоками. И за счет этого мы свою экологичную среду, вот так, мы ее развиваем и в нее вкладываем. И за счет этого каждый новенький, который пришел человек, он все равно здесь получает. И от меня какую-то частичку эту получает. И я очень счастлива. И поэтому вот Алексей спросил, а что если деньги, например, если деньги, вот если мне сейчас в данный момент деньги эти не нужны, я их не буду выводить во внешний мир. Вот если они мне не нужны сегодня, вот я сегодня дома работаю с вами, они мне не нужны, я их не буду выводить. Я их наоборот заведу в другой поток. Пусть еще в потоке лежат, пусть на кошельке лежат. Куплю еще карат, пусть немножко будет, еще 2-3 currency куплю. Все, а завтра они мне будут нужны. Все, у меня для этого есть возможность 500 USDT вывести. Супер, мне на завтра их хватит. Так, друзья, 2 часа времени прекрасного. Я думаю, мы сегодня с вами очень много обговорили. И я надеюсь, на многие вопросы я дала ответы. И много философии дала, много психотерапии тоже дала. Здесь вот про кредит мы как раз обсудили. Как раз хорошо, что Иван мне помог. Я вот 7 пунктом сегодня писала. Взяли кредит, купили e-currency. Что делать? По-моему, мы на этот вопрос, на 7 пункт тоже дали ответ. Вот. Упали начисления в зеленых потоках. Что делать? Я считаю, что на то, что падает начисление в зеленом потоке, вообще не надо смотреть. Смотрите на то, сколько у вас в потоке. Вот всегда смотрите на это. Вот здесь у меня по плану, я смотрю, сколько у меня было в потоке. 1 миллион 300, потом 3 миллиона 400, потом 7 миллионов 500. И вот так идем. Смотрим, сколько в потоке. Я не смотрю сейчас, сколько у меня упали, поднялись. Вот. Главное, сколько в потоке. Можно ли из копилки брать в поток? Конечно, нужно. Нужно из копилки брать в поток. Не нужно все деньги выводить, а заново в поток. Все. И еще, в принципе, на все ответила. Еще вот Роман мне из Казахстана пишет. Мы с ним познакомились 3 года назад в Египте или 2, где-то так. И он послушал меня, присмотрелся, но не зашел. И он до сих пор мне пишет, ну как вы там? Вы еще там живы и здоровы? Я пишу, жива, здорова. А еще вот кэшфлоу, я говорю, все нормально, смотрите. Надо, значит, мне почаще еще в Телеграме информацию выкладывать, потому что, когда я там гуляю, везде езжу, я стараюсь везде повторять. И мама моя говорит, и все мы говорим, ребята, смотрите, это все нам помогает кэшфлоу. Все за счет кэшфлоу, за счет потоков, за счет людей здесь, за счет моего вклада, вот, когда я провожу всякие встречи, лекции, конференции, снимаю видео, это все мой личный вклад. Это все действительно потом этот вклад приносит мне определенные бонусы. Вот, это все так и работает. Это очень экологично работает. И когда вот я рассказываю людям, которые уже, может быть, 2 года, 3 года за мной наблюдают, наступает момент, когда они привыкают к этой информации и наконец-то заходят. Ну, им, видите, нужно время. Вот. Поэтому, Роман, если вы здесь на связи, вам большой привет. С нами все хорошо. Я ему еще иногда сбрасываю наши эфиры. Все, друзья. Я конец связи. Благодарю вас, что вы пришли. Следующий эфир буду проводить уже с Мальдив. Ивану привет, всем привет. В общем, всем пока. Большое Банечка за спасибо. созвон. Не забудь про нас. Да, не забудь про нас на Мальдивах, звони нам. Обязательно проведу эфир, покажу все, снимать буду видео, буду стараться как можно больше передать этого вайба, этого состояния. Как вы уже поняли, это будет что-то высокочастотное. И все, что вам будет передаваться, будете подлавливать, и у вас тоже будет большое развитие и тоже скачок квантовый. Так что на связи. Всем пока! Пока-пока. Благодарю.